Что если все, что вам рассказывали о жизни после смерти, ложь? Что если ада не существует, а истина о загробном мире настолько шокирующая, что ее боятся озвучить? В этом откровении вы узнаете реальную правду, переданную с того света, свидетельство тех, кто пережил смерть и вернулся, чтобы рассказать. Загробная реальность совсем не такая, какой ее рисуют религии и страхи. Приготовьтесь. Все, что вы узнаете здесь, навсегда изменит ваше представление о жизни, смерти и вашем собственном пути. Томас Лоуренс – человек, чье имя стало известно благодаря его уникальному посланию, переданному из потустороннего мира. До своего перехода он был обычным человеком. Семьянин, работал в образовании, интересовался философией, духовными учениями и вопросами смысла жизни. Однако, по его собственным словам, глубокого религиозного посвящения он не имел и не придерживался догматических верований о загробной жизни. Томас относился к числу тех, кто признавал возможность существования души и жизни после смерти, но не строил своей жизни вокруг страха перед адом или ожидания награды в раю. Он полагал, что если есть высшая реальность, то она намного сложнее, чем стандартные церковные описания. Смерть Томаса наступила в результате тяжелой болезни, протекавшей несколько месяцев. В последние недели он находился в состоянии, близком к коме. Его физическое тело ослабело, но сознание в этот период, как он позже передавал, оставалось активным и постепенно готовилось к переходу. На момент смерти Томас не испытывал страха. Он отмечал, что внутренне был готов к любому исходу. Но, как позже выяснилось, ничто из земных ожиданий не могло подготовить его к тому, что он увидел. Особенностью истории Томаса Лоуренса является то, что его послание передавалось через медиумические сеансы, достоверно зафиксированные в исследованиях спиритуалистских кругов середины XX века. Через определенных медиумов Томас смог донести до живых то, что сам пережил после ухода из жизни. Его сообщения отличались тем, что не содержали религиозной риторики или попыток навязывания идеологии. Они были ясными, логичными, последовательными. В каждом его слове ощущалась цель – разрушить ложные страхи и дать настоящее знание о природе бытия. Томас Лоуренс подчеркивал, что не стремится создать новую религию или философию. Его единственная задача – передать правду о загробном мире так, как он ее увидел, без прикрас и мифов. Почему послание Томаса вызывает такое внимание? Во-первых, оно не противоречит основным духовным законам, признаваемым в разных культурах, но при этом радикально разрушает страхи о вечном проклятии и физических муках после смерти. Во-вторых, оно согласуется с опытом других честных свидетелей перехода, но дополняет их уникальными подробностями о процессе осознания, обучении и дальнейшей эволюции души. В-третьих, сама форма его передачи, строгая, без фанатизма, без обещаний рая для всех, придает его словам серьезность и достоверность. Описывая свою смерть, Томас передавал, что сам переход был неожиданно мягким. Он не ощутил резкого обрыва жизни, а скорее медленное отделение сознания от тела. Его первыми ощущениями были свобода, легкость, отсутствие боли и странное чувство расширения за пределы обычного восприятия. Он подчеркивал, что шок испытал не от самой смерти, а от увиденной реальности после нее. Все, во что он верил, оказалось не вполне точным. Все, чего он опасался, вечные кары, адские муки, демонские силы, оказалось вымышленным человеческими страхами. По свидетельству Томаса, многие души пребывают в сильном замешательстве после смерти, ожидая или наказания, или встречи с мифологическими персонажами, которых не существует в реальной структуре тонких миров. Главная мысль, которую Томас Лоуренс пытался донести – жизнь продолжается, но не так, как мы привыкли думать. Загробный мир не основан на страхе, возмездии или автоматическом вознаграждении. Это живой процесс, где каждый сам создает свою реальность, исходя из того, что носит внутри. По словам Томаса, подготовка к смерти – это не заучивание молитв или следование внешним обрядам,
а глубокое внутреннее очищение, честность с самим собой, развитие любви, сострадания, искреннего стремления к росту. Свое послание он начал со слов: «Я не имею права молчать. То, что я увидел, касается каждого живого человека. Я должен рассказать всю правду». Он подчеркивал, что, находясь уже по другую сторону, чувствует особую ответственность перед живыми. По его мнению, незнание реальной структуры бытия приводит к ужасным заблуждениям, страхам и страданиям не только после смерти, но и при жизни. Таким образом, история Томаса Лоуренса начинается как история обычного человека, который не был святым, пророком или религиозным фанатиком. Его сила в честности, в отсутствии предвзятых ожиданий и в смелости говорить о том, что большинство боится озвучить. Его путь смерти стал началом нового пути, миссии свидетеля для живых о настоящем устройстве загробной реальности. Томас Лоуренс сразу отмечал: момент перехода из жизни в смерть оказался совершенно не таким, как он себе представлял. Не было ни ужаса, ни темноты, ни падения в бездну. Все началось с ощущения удивительной легкости. Сознание как будто постепенно вытекло из тела, расширяясь во все стороны. Он подчеркивал, что процесс умирания был естественным, почти незаметным. Основное ощущение — освобождение, будто сняли тяжелую одежду. Боли не было. Не было и резкого разрыва между мирами. Все происходило мягко и логично. Первое, что удивило Томаса, он осознал, что продолжает существовать. Его мысли были ясными, чувства живыми, восприятие обостренным. Ожидаемого сна смерти или пустоты не произошло. Он писал, что первые мгновения в новом состоянии сопровождались странным ощущением. Окружающее пространство казалось и знакомым, и незнакомым одновременно. Предметы были полупрозрачными. Звук воспринимался не ушами, а как бы всей сущностью. Томас понимал, что умер, но вместе с этим не чувствовал трагедии или страха. Напротив, его переполняло удивление и даже восхищение новым состоянием. Отсутствие классических символов смерти — одним из первых шоков для Томаса стало отсутствие тех картин, которые ему внушали при жизни. Ни ангелов с трубами, ни строгого судьи на троне, ни золотых улиц рая, ни пламени ада. Был только необычный свет, теплый, мягкий, живой. Этот свет не ослеплял, не жег, но словно пронизывал все вокруг, раскрывая истинную суть вещей. Томас подчеркивал, что реальность после смерти не похожа на человеческие мифы. Она глубже, тоньше и сложнее. Переживание себя. Томас отмечал важнейший момент. После смерти человек остается самим собой. Нет мгновенного превращения в ангела или святого. Все черты личности, характер, убеждения продолжают существовать. Его мысли и эмоции не прекратились. Наоборот, все стало ярче. Каждая мысль имела ощутимый вес. Ощущения усилились. Чувства любви, сострадания, благодарности стали почти физически ощутимыми. Ощущение правды. Томас писал, что вскоре после перехода начался процесс внутреннего осознания истины о себе. Не было внешнего судьи. Вместо этого перед ним, как на экране, начали разворачиваться сцены его жизни. Причем он переживал их заново, ощущая все последствия своих поступков для других людей. Радость, которую он приносил, наполняла его светом, боль, которую он причинял, отдавалась в его собственном существе. Этот опыт был не карающим, а очищающим. Томас подчеркивал, что истинный суд происходит в сердце самого человека. И он неизбежен, потому что в свете потустороннего мира невозможно спрятаться от себя. Встреча с наставниками. На одном из этапов Томас ощутил присутствие других существ. Он описывал их как наставников или проводников, но без земных образов ангелов. Они были скорее сгустками света, наполненными любовью, терпением и пониманием. Наставники не осуждали его. Они не давали приказов. Их задача была создать условия для осознания, поддержать и помочь адаптироваться. Томас писал, что их присутствие напоминало теплую волну заботы, без навязывания, без принуждения. Среда существования,
Первые шаги в новом мире сопровождались удивлением от самой среды. Пространство было пластичным, мысли влияли на восприятие реальности. Позитивные чувства создавали вокруг красоту, легкость, свет. Страхи, сожаление, гнев порождали тени, искажение, тяжесть. Этот принцип, по словам Томаса, шокировал многих новых пришедших душ. Те, кто ожидал ада, начинали создавать вокруг себя пугающие пространства своими собственными страхами. Шок от разрушения религиозных стереотипов Томас ясно давал понять, все, что он испытал, опровергло стандартные образы рая и ада. Он был потрясен тем, как сильно земные религиозные догмы искажают реальность. Не было наказания от Бога, не было распределения душ по строгим категориям. Все определялось внутренним состоянием человека. Любовь в сердце вела в сферы света. Страх, гнев, зависть тянули душу в тяжелые области. Эмоциональный эффект. Томас признавал, что пережил мощный эмоциональный шок. От разрушения старых убеждений, от величия новой реальности, от ощущения безграничной ответственности за собственную судьбу. Он писал, что в первые моменты перехода многие души испытывают смесь радости, облегчения, страха и замешательства. Особенно тяжело тем, кто жил в страхе перед адом или надеялся на автоматическое спасение через внешние обряды. Их ожидания не сбываются, и требуется время, чтобы перестроить сознание. Первые уроки после смерти Томас быстро понял несколько ключевых истин. Загробная жизнь не дарится за веру, а строится внутренним содержанием души. Нет внешнего бога-судьи. Суд происходит внутри каждого. Загробный мир — это продолжение развития, а не окончательная награда или наказание. Он описывал, что уже в первые дни своего существования по ту сторону начал учиться новым законам реальности, узнавать, как строится пространство, как мысли влияют на окружение, как работает энергия любви. Первое впечатление Томаса Лоуренса после смерти было смесью шока, восхищения и благоговения. Он осознал, смерть не конец, а рождение в новую форму жизни. Реальность после смерти требует внутренней честности. Страх ада — ложная концепция. Истинная жизнь начинается за пределами физического тела. По свидетельству Томаса Лоуренса, загробный мир — это не статичное место награды или наказания. Это динамическое пространство развития сознания, построенное на законах энергии, вибраций и внутреннего состояния души. Первое и главное откровение Томаса. Загробный мир устроен в соответствии с тем, что человек носит внутри себя. Нет внешних сил, распределяющих души по категориям. Душа сама притягивается к тому уровню реальности, который соответствует ее вибрациям. Многоуровневая структура бытия. Томас описывал, что загробное пространство состоит из многочисленных сфер или уровней. Каждый уровень отличается плотностью энергии, степенью света и внутренними возможностями обитателей. Низшие слои — области, где преобладает тяжелая, темная энергия. Здесь оказываются души, погруженные в страх, гнев, вину, жадность и другие разрушительные состояния. Эти миры создаются самими душами через их мышление и чувства. Промежуточные сферы — пространство обучения, очищения и служения. Именно сюда попадает большинство душ после осознания своих ошибок и начала внутренней работы. Высшие сферы — миры света, любви и безграничного расширения сознания. Здесь существуют существа, достигшие высокого уровня духовной зрелости и гармонии. Принцип подобия — одним из главных законов загробного мира является принцип подобия. Душа оказывается в той среде, которая отражает ее внутренний мир. Нет ни случайности, ни внешнего судьи, отправляющего души в ад или рай. Души, исполненные любви, благодарности и открытости, естественно, поднимаются в светлые уровни. Те, кто погружены в страх, ненависть или эгоизм, остаются в тяжелых слоях до тех пор, пока не начнут менять свое внутреннее состояние, роль мыслей и эмоций. Томас подчеркивал, мысль — основная созидательная сила в загробном мире. То, о чем душа думает и что чувствует,
немедленно отражается в ее окружении. Позитивные мысли создают светлые пространства, наполненные красотой и гармонией. Негативные мысли формируют серые, холодные, деформированные реальности. Именно поэтому многие души после смерти сталкиваются с результатами своих собственных страхов и заблуждений, принимая их за ад, хотя на самом деле их мучения – проекции их внутреннего состояния. Временные характеристики. Томас описывал, что время в загробном мире ощущается иначе. Оно нелинейно и воспринимается скорее как поток состояний. Прошлое, настоящее и будущее здесь существуют одновременно. Душа может мгновенно возвращаться к событиям своей жизни, осмысливать их, учиться на них, исправлять внутренние искажения. Образ жизни душ в большинстве сфер души продолжают активную жизнь, обучаются законам мироздания, помогают другим душам, восстанавливают поврежденные аспекты своей личности, готовятся к возможным новым воплощениям. Нет ощущения вечного отдыха. Напротив, существует постоянное стремление к росту, расширению сознания и служению другим. Отсутствие страха и наказания. Томас акцентировал внимание на том, что нет ада как места вечного наказания. Адское состояние возникает у душ временно и является следствием их собственных страхов, вины, негативных установок. Когда душа освобождается от этих состояний через осознание, раскаяние и любовь, она автоматически переходит в более светлые слои бытия. Нет приговора навечно. Есть бесконечная возможность развития и исправления. Влияние наставников? Томас рассказывал, что на многих уровнях существуют высокоразвитые существа, наставники и проводники. Они помогают душам разобраться в происходящем, осознать свои ошибки, научиться создавать свет и любовь. Наставники не судят и не принуждают. Их роль – мягкое сопровождение, предоставление информации и создание условий для роста. Особенности взаимодействия душ. Коммуникация в загробном мире происходит телепатически. Души обмениваются мыслями, образами, чувствами без слов. Невозможно лгать или скрывать свои намерения. Все внутреннее сразу становится очевидным. Это приводит к полной честности и прозрачности взаимоотношений между существами. Индивидуальные пути развития. Каждая душа идет своим уникальным путем. Кто-то быстро осознает свои ошибки и поднимается вверх. Кто-то надолго застревает в тяжелых состояниях. Кто-то сознательно остается в промежуточных сферах, чтобы помогать другим. Нет универсальной схемы. Важны личные выборы, внутренние решения и постоянное стремление к свету. Возможность новых воплощений. Томас утверждал, что для многих душ путь включает новые воплощения в физических мирах, чтобы пройти недоосвоенные уроки. Реинкарнация – не наказание, а возможность исправить ошибки, развить любовь, укрепить внутренний свет. Итог? Загробный мир, по описанию Томаса Лоуренса, это не место вознаграждения или кары, а многоуровневая система духовной эволюции, где каждый создает свою реальность через мысли, чувства и внутреннее развитие. Главные принципы – ответственность за свое состояние, возможность бесконечного роста, отсутствие внешнего наказания, всепроникающая любовь как высший закон бытия. Томас Лоуренс прямо заявил, ада, как его традиционно представляет религия, не существует. Это было для него одним из самых сильных открытий после перехода в загробный мир. Он утверждал, что представление об аде – это искаженная интерпретация реальных процессов, происходящих с душами, которые после смерти сталкиваются с последствиями своего внутреннего состояния. Почему ада нет? По словам Томаса, после смерти нет места вечного физического страдания, устроенного кем-то свыше. Нет сущностей, чья задача – мучить души. Все, что ощущает душа после смерти, это результат ее собственного внутреннего содержания. Души, наполненные страхами, виной, ненавистью, действительно могут попасть в тяжелые пространства. Но эти пространства создаются не Богом и не какими-то дьявольскими силами, а самой душой через ее неочищенные мысли и чувства.
Эти состояния похожи на временные ловушки сознания. Душа не приговорена к страданию навечно. В любой момент она может начать менять свое состояние, обратившись к свету, любви, прощению. Тогда ад исчезает сам собой, как сон после пробуждения, природа страданий души после смерти. Томас описывал, что на тонких планах каждая душа естественно притягивается в ту реальность, которая соответствует ее энергетике. Души, жившие в страхе, создают вокруг себя темные, гнетущие пространства. Те, кто был охвачен ненавистью, видят искаженную, разрушительную реальность. Души, которые при жизни испытывали вину, остаются в зонах, где переживают собственные ошибки снова и снова, пока не освободятся через осознание и прощение. Таким образом, ад — это не место, а внутреннее состояние души, отраженное наружу. Почему образ ада появился в религиях? Томас объяснял, что страх ада появился в человеческой культуре из-за непонимания истинной природы загробной жизни. Фальшивая религиозность, построенная на страхе, не имеет силы в загробном мире. Только искреннее внутреннее развитие определяет дальнейший путь души, важность мыслей и чувств. Томас настойчиво обращал внимание на роль мыслей и эмоций. Каждая мысль оставляет энергетический след. Каждое чувство формирует внутреннюю реальность. Страхи, обиды, ненависть после смерти становятся материальными и окружают душу. Поэтому работа над чистотой мыслей, развитием любви, прощения и благодарности жизненно необходима уже здесь, на Земле. Подготовка к переходу начинается при жизни. Томас говорил, что подготовка к смерти начинается задолго до физического ухода. Она выражается в стремлении к честности осознанной жизни, понимании своих ошибок и желании исправляться, умелом управлении своим внутренним состоянием. Никакая поздняя исповедь или ритуал в последние минуты жизни не заменят реальной духовной работы, проделанной на протяжении всей жизни. Страх перед смертью вреден. Страх смерти, по словам Томаса, является одним из главных препятствий для нормального перехода. Страх закрывает душу от света, усиливает привязанность к материальному миру, тянет душу в тяжелые области сознания после ухода. Понимание истинной природы смерти освобождает от страха и помогает пройти переход легко и спокойно. Любовь – главный закон бытия. Самым важным качеством, которое душа должна развивать, является любовь, безусловная любовь к другим существам, сострадание к слабым, прощение обид, стремление к гармонии. Любовь – это энергия, которая поднимает душу в высшие сферы. Без любви невозможно приблизиться к свету. Ошибочные земные ценности – Томас предостерегал. Многие земные ценности, такие как стремление к богатству, статусу, власти, внешнему успеху, не имеют никакой реальной ценности в загробном мире. То, что важно здесь, там теряет всякий смысл. Остается только качество внутреннего мира человека. Прощение, путь освобождения. Особое место в послании Томаса занимает процесс прощения. Прощение других за нанесенные обиды, прощение самого себя за ошибки. Без прощения душа остается привязанной к тяжелым состояниям, которые тормозят ее развитие. Томас подчеркивал, прощение – не акт слабости, а проявление высшей силы духа. Осознанная жизнь. Томас призывал к осознанной жизни, быть внимательным к своим мыслям и поступкам, постоянно стремиться к внутреннему росту, жить не ради страхов и ожиданий награды, а ради любви и истины. Жизнь – это школа. Каждый день – возможность стать лучше, светлее, чище. Настоящее бессмертие, Томас заверял, душа бессмертна. Но бессмертие – это не автоматическое существование. Это активный процесс роста и восхождения к все более высоким уровням света и любви. Задача каждой души – не просто существовать после смерти, а эволюционировать, становиться ближе к источнику. Заключительное обращение. Томас завершал свое послание словами «Не бойтесь смерти, бойтесь потратить жизнь впустую, бойтесь прожить дни в страхе, эгоизме, равнодушии. Только любовь имеет значение, только любовь вечна».